Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня, вопреки всему, я расскажу вам о супербюджетнике Poco C75. В принципе, он практически ничем не отличается от 65-го с одной стороны, с другой стороны, чем выше курс доллара, тем актуальнее подобные смарты. Что о нем можно рассказать? У него есть фронталка и основа в 1080p. Он снимает примеры видеосъемки. Будут примеры фото, исходники у меня в личной телеге. Если говорить про его какие-нибудь суперспособности, 120 Гц экрана, мини-джек в наличии, можно проводные наушники подключать. Экран прямой, к сожалению, защитной пленки исходно здесь нет. Type-C-шник, за что плюс сразу в карму. И в целом смартфон, учитывая пониженную плотность пикселей, вывозит даже нормальное использование. При том, что я вот что реально люблю, это сканер отпечатков пальцев. Здесь он в кнопке. И в кнопке это всегда удобно, но не всегда рабочий вариант. С одной стороны. С другой стороны, напоминаю, что у Poco не бывает не глобалок. То есть здесь есть все бенды. Здесь можно еще запихать карту памяти. И вот эта вот звонилка, это довольно адекватное устройство. Несмотря на то, что здесь 50 мегапикселей, разумеется, камера только под дневную съемку и в основном под фото. Но опять же, примеры вы увидите, возможно, вам будет их достаточно. Пишите, делать ли обзоры на подобные супербюджетники. 14C я купил, он в принципе такой же, только цвета другого. Может, и на него потом обзор сделаю. Смотрим. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке желтого цвета из плотного картона. В комплекте мы имеем смартфон, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, адаптер на 33 Вт, ключ для извлечения слота и руководство пользователя. Чехла в комплекте нету. Слот полноценный на 2 сим-карты и карту памяти до 1 терабайта. Вес смартфона 207 граммов, габариты составляют 171 на 77 на 11,2 мм вместе с блоком камер, а без него 8,3 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и подписаться на телеграм-канал скидок и либо в описании, либо в комментарии указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 разыгрывается на Новый год. Начнем. Приобрести данную модель можно в зеленой, серой и черной расцветке. Дизайн, что странно, такой же, как у модели 13 5G от бренда Realme, опять же по мне, или Redmi 14C, прямая копия. Рамки выполнены из пластмассы, как и тыльная часть, собрана модель неплохо, но какого-либо стандарта защиты от влаги и пыли, разумеется, не заявили. Далее, грани прямые, в руке смартфон лежит удобно, но без чехла он будет довольно скользким. Плюс в углах видны места либо спайки, либо они так плавили корпус. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание в данной модели моно, что вообще не радует. Динамик довольно громкий, но качество такое себе, мягко скажем, на $90, как он и стоит. Даже он дешевле стоит. И по поводу кнопок, что удивительно, люфт почти нулевой. Плюс еще и мини-джек в наличии, и он прям почти по центру в этот раз. Почти, но не по центру. Так же, как и Type-C-шник. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS Dot Drop дисплеем на 6,88 дюйма с разрешением 1640 на 720 пикселей. Плотность пикселей здесь 260 ppi, и по этой причине отрисовка попроще процессору, который по большому счету и не поменялся. Рамки громадные, как и подбородок. Ко всему вырез под фронтальную камеру не круглый, а в виде капли. И это, конечно, печаль. По моим замерам экран выдает максимум 500 с лишним люксов, но вы все видите на экране. А в максималке он дает 400 люксов. Супер скромно, но с другой стороны претензий предъявлять, как, допустим, тому же Realme 13, который стоит космос, я не могу здесь, потому что здесь стоимость на 50% ниже. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, который смартфон не может полноценно, разумеется, отобразить из-за маленькой производительности. Мультитач есть, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно, но сенсорный отклик у экрана доставляет не всегда радость во время использования. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку питания, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает почти всегда хорошо и почти всегда довольно даже быстро. Зарегистрировать можно 5 отпечатков пальцев или 2 лица. Распознавание лица срабатывает довольно корректно. И в целом все очень даже неплохо.
неплохо. Единственное, смарт идет без защитной пленки сразу, а олеофобка у экрана прям скользкая, очень непривычно. Процессор установлен MediaTek Helio G81 Ultra с техпроцессом 12 нанометров, с 8 ядрами и максимальной частотой 2 ГГц. Графический процессор Mali G52MC2, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 гигабайт. Самые эпичные файлы — это здесь внутренняя память типа eMMC на 128 или 256 гигабайт и операционная система HyperOS на базе Android 14 версии. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту. Датчик приближения отрабатывает отвратно, потому что он виртуальный. Для бесконтактной оплаты есть NFC-модуль, GPS однодиапазонный, и тест показывает точность у меня в 3 метра, хотя должен в 1. Навигация работает медленно, а процессор по большому счету такой же, как в C65. Ничего тут не поменялось, там Bluetooth чуть-чуть получше, чуть-чуть батарея другая. Те же тапки, только в профиль. Емкость аккумулятора здесь 5160 мАч. PC-марк у меня устройство не прошло, но во всяком случае спокойненько он ест 19% заряда в играх. PUBG Lite что-то серьезнее вы вряд ли сможете использовать. Модель поддерживает быструю зарядку до 18 Вт и заряжается она от 0 до сотки в среднем чуть больше 2 часов. Вот такая вот магия, но в YouTube он поедает у меня всего 3% заряда в час по Wi-Fi на 100% яркости, что неудивительно, потому что плотность пикселей минимальная, яркость минимальная. В целом в помещении его использовать более чем можно, но на улице может яркости не хватать. Но это, наверное, я уже привык, потому что для комфорта нужно 1000 люксов. Перейдем к тестам. В тесте на стабильность, сколько смартфон выдает, вы видите на экране, сколько в Geekbench, 3D-марке и всем остальном. Единственное, я хочу отметить в том, что в Antutu он выдает всего 254 тысячи баллов. Это нереально мало, так же как Storage тест показывает очень-очень маленькие значения в 16 тысяч. И я в конце расскажу по поводу того, что лучше брать, но опять же, по мне, это звонилка. То есть это следующий этап после того, как вы тапиком пользуетесь. Вот у вас есть кнопочный телефон, и потом вы покупаете что-то подобное. Если говорить про аналоги типа Poco M5s, то сколько ему лет? Встанет ли на него все? Потому что некоторые программы старый Android не поддерживают. Здесь, чем свежее смартфон, тем свежее Android, и тем дольше ты сможешь что-то там туда устанавливать. С другой стороны, а что там надо установить? Мессенджеры, они встанут. Социальные сети встанут. YouTube встанет. Специальные программы, да и ладно. Играть вы все равно в него вряд ли будете. По камерам. С тыльной части у нас сенсор на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием в 28 мм, цифровой стабилизацией, апертура 1.8 и разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. Также с фронта можно заметить LED-вспышку и вспомогательный датчик. Фронталка на 13 мегапикселей с апертурой 2.0. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Примеры видео и фото вы сейчас увидите. Исходники фото можете скачать в моей личной телеге. Но сразу отмечу, что смартфон выдает довольно бюджетное качество, что фото и видео. С другой стороны, с учетом того, что он стоит до $100, какие к нему, как говорится, претензии. Фотографирует, видео снимает и хорошо. Так, ну немного кофемашины утренней. Паузу можно ставить, кстати. И понеслась. Главное, как говорится, поймать это кофе в эту маленькую чашечку. Пример съемки. Пошло давление. Никакого доп. Освещения нет, только освещение из окна. Как он там ловит фокус и что с ним происходит, вы сейчас видите. Как может снимать вблизи. Немного издали. Немного, собственно, как выглядит он. И немного как кофе уже налилось. Ну что, 1080p 30 fps, и про такие смартфоны хочется сказать, ну снимает и отлично, потому что эта штука стоит в районе 9000 рублей, а чаще всего, то есть это ниже, чем $100. И я вам скажу, что это не худшее видео, которое я видел у смартфона. Фронталка 1080p 30 fps, съемка с одной руки, вот так вы сможете себя снимать в солнечных условиях обстановки, плюс-минус. И 1080p 30 fps на последнем проценте. Вот так сможет. Так, но объективно извращаться с этой камерой вообще желания ноль. Почему? Потому что она мракобесная, что неудивительно за эти деньги. С другой стороны, работает, автофокус есть, стабилизация нулевая, но уже неплохо, правда? И вот так 1080p 30 fps, допустим, что-то захотите записывать,
Бюджетники, ультрабюджетники, я считаю, все равно прогрессируют. Это 90 баксов, более-менее, если на штатив поставить, даже и картинка будет ничего. Такой вот 21 век. Мало того, что ты можешь с него звонить, серфить в интернете, здесь Type-C-шник, так ты еще и можешь какие-то видосики записывать. И если быть объективным, чтобы скидывать их в каких-нибудь там потом в социальных сетях, ну хватит человеку в мессенджере посмотреть. Даже увидит, что и как, и позади, и даже какой-то динамический диапазон есть, да. Хотя, опять же, у меня свет на меня не направлен, то есть лампы не работают, и все равно более-менее потребно. Ну что, вот так бюджетник будет у вас работать ночью, ультрабюджетник. 90 баксов, напоминаю, это в каком-нибудь там 2022 году, правильно, 4600 рублей. То, что мы можем купить его сейчас за 9000 рублей, там же был 50 с лишним курс. Сыплю все время. Сам себе, кстати, соль на рану, потому что я же эти девайсы покупаю, чтобы вам рассказывать. Так вот, вот эта вот магия волшебная, она стоит сейчас 9, это не хорошо, не плохо. Но снимает он вот так. Смысла ночью его кошмарить вообще не вижу никакого. Но чуть-чуть съемки лишней не бывает. В каком-то смысле, может быть, я не люблю ультрабюджетники для обзоров. Почему? Потому что мало кто их смотрит. С другой стороны, реальность курса доллара такова, что очень многие теперь будут это дело приобретать. Потому что, когда курс за соточку, вот эти все девайсы до 100 долларов, а это десятка, они становятся более актуальными. И ночью вот так фронталка у вас будет отрабатывать. И, в принципе, это не совсем плохо. Я каждый раз повторяю это, потому что себя вижу на экране, если смартфона потом это видео просматривать. Не все так мракобесно. Конечно, на телевизоре, если откроешь, радости будет мало, но если пересылать кому-то, более чем. Микрофоны вы сейчас слышите, кстати, ветер, ну, по волосам видно. Вот так. Минусы — это монозвук, нет ЭК-порта, подбородок у экрана громадный, конечно же, каплевидный вырез под фронтальную камеру, мало производительности, мало яркости, система подвисает и работает медленно, но не так чтобы, то есть в этот ценник плюс-минус все одинаково работает. И внутренняя память типа eMMC — это очень плохо. Но опять же, из конкурентов либо старички, либо плюс-минус те же тапки, только в профиль. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, ему личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Резюмировать я бы хотел довольно сложно. Смотрите, первое, до 9000 рублей это меньше, чем 90 долларов, это 85 баксов. Да, курс уже за соточку, сейчас он 105, соответственно, для того, чтобы их переводить, у площадки нужно еще накидывать что-то. Но в период скидок вот 9000 рублей. За 9000 рублей ты получаешь смарт с Type-C-шником. Понятно, капля бесячая с одной стороны. Но вибро есть, понятно, моно, но он громкий. Звонить он может адекватно. Да, бесит датчик приближения, но вряд ли вы будете в нем 24/7. Да, у него очень слабый процессор, он мало чем отличается от 65-го. Но это не та история, когда будет все очень плохо. Хотя будет почти все очень плохо, потому что безумно медленная внутренняя память. Здесь проблема не в процессоре Helio, а в том, что здесь eMMC. Что можно купить в те же деньги? Смотреть на какие-нибудь там M6 или старенькие M5S. Я уже говорил в ролике, что это такое себе. С одной стороны хорошо, с другой стороны можно попасть, скачивая какую-нибудь программу, у которой нет, допустим, поддержки андроида, который уже не обновляется. Как звонилку подобное устройство использовать можно. Как мне правильно говорят, как блогеру, Саня, ты заелся. Вот по большому счету функционал. Что этого смартфона за 9000 рублей, что этого за 85, почти 90, это X200 Pro, он одинаковый. Вы можете звонить, потреблять контент, писать в мессенджерах. И единственное, это дело можно использовать как видеокамеру. Это тоже, но не для профессиональной съемки. Вы все профессионалы. К чему это? К тому, что тем, кто 24/7 не сидит в экране, да, бесячий подбородок, да, еще что-то. Но, повторяюсь, если у вас есть альтернативы у А-эшелонов со всеми бендами за 85 долларов, напишите в комментах. У меня есть, 14C, M5S, наверное, все. Девайс рабочий. Пишите, делать ли еще на ультрабюджетнике обзоры. Когда-то я покупал Redmi A3 и в итоге на него обзор так и не сделал. Так он у меня и лежит. На этот вы обзор видите. По поводу внешности, мне не очень импонирует вот эта вот расцветка его с одной стороны. По поводу блямбы. Блямба есть и есть блямба. Сейчас это модно.
девайс достоин для того, чтобы его рассматривать, учитывая, что курс уже 105. Подписывайтесь на канал с колоколом, подписывайтесь на телеграм-канал Скидок, там много всего полезного. Приходите завтра на стрим, завтра у меня день рождения. Завтра я еще открою ролик, скорее всего, про топ-10 беспроводных наушников, которые я бы себе выбрал. Девайсу, да, до 9, либо в районе 9000 рублей. Добра и удачи вам, дорогие друзья.